I think it is very important for you to realize that the three-dimensional imaging is a future. В любом случае важно, чтобы мы все понимали, что трехмерная визуализация – это будущее наше. This is a future not because we want to make the industry happy. Не потому, что мы хотим как-то обогатить индустрию. But first of all, because it gives us significantly more information about the problems in our patients. Но в связи с тем, что такая трехмерная реконструкция, трехмерный визуальный образ дает нам гораздо более четкую и ясную информацию в отношении того, что происходит с пациентом. I'm speaking about the dentistry, maxillofacial surgery. Естественно, доктор говорит о стоматологии, о челюстно-лицевой хирургии. Studies are showing that the differences between the two-dimensional and three-dimensional imaging in patients with trauma, endodontics, tumors, periodontal diseases, pulp diseases are at least twice more informative than the two-dimensional. Исследования показывают, что трехмерная визуальная диагностика в сравнении с двухмерной визуальной диагностикой в случае, когда мы говорим об эндодонтических проблемах, о патологии пульпы, в ситуации травм, в ситуации неопластических заболеваний, поражений, вот в таких случаях трехмерная диагностика оказывается более, по крайней мере, в 2 раза более информативной, чем двухмерная. So in other words, if we don't apply three-dimensional imaging technology, we can miss 50% of important informations. Другими словами, если у нас нет возможности использовать трехмерную диагностическую визуализацию в своей работе, мы пропускаем примерно 50% проблем у наших пациентов. Of course, 50 years ago, we didn't have this kind of a technology. The only three-dimensional imaging which we could apply was ultrasound. Безусловно, 50 лет назад у нас не было доступа к таким технологиям. Единственная технология визуальной диагностики, которую условно можно считать трехмерной, был ультразвук, ультразвуковая диагностика. It is in fact three-dimensional, but displayed in a two-dimensional way. Безусловно, это мы понимаем, что ультразвуковое исследование, ультразвуковая визуализация, она имеет трехмерную информацию, но выражается она все равно в двухмерной плоскости. And I'm sure that 50 years ago, or even 30 years ago, a lot of us would say, well, ultrasound in every clinic is non-realistic. And look at what's happening now. Кроме того, доктор убежден, что 50, даже 30 лет назад, если бы мы все с вами здесь собрались и обсудили ультразвук, что ультразвуковые машины, установки будут доступны в каждой клинике, наверняка мы все бы согласились, что это вряд ли когда-нибудь будет возможно. И посмотрите на то, что происходит сейчас. How many of you have an access to ultrasound? У кого в клиниках есть доступ к ультразвуку, к ультразвуковой диагностике? Most of you. So У большинства. I think it is a question of a couple of years now when the technology will give an access for a good, sophisticated, reliable, three-dimensional technology. Вопрос буквально пары лет с точки зрения доктора, и практически технологии сделают возможным, дадут возможность многим клиникам позволить себе и трехмерную визуализацию диагностическую. I will focus on the cone beam CT. So cone beam computed tomography technology. Мы с вами сегодня сосредоточимся на конусно-лучевой компьютерной томографии, на этой технологии. Because this technology is very simple, very safe, affordable. Потому что эта технология сама по себе не очень сложная, довольно простая, очень безопасная для пациента и довольно доступная, приемлемая. But it is designed for head and neck part of a human being, so it has a certain limitation. Однако данная технология, данные установки разработаны для диагностики патологий в области головы и шеи людей.
то есть для медицинских целей. Таким образом, она имеет определенные ограничения. So this is a device, looks like it includes the gantry and it includes the table, the movable control table. Вот таким образом выглядит сама установка. Вы видите дугу, вы видите стол, который он подвижен и может быть подогнан. So this gantry, this opening is a non-movable gantry, so it doesn't move around the patient. The patient head is inserted into the gantry. Вот эта дуга, она стационарная, она закреплена, то есть это отверстие, оно стабильное, не двигается вокруг пациента, пациента завозят в это отверстие. This device has a diameter of a gantry 60 centimeters, so it's enough even for a man like me to jump through that. Диаметр вот этой дуги 60 сантиметров, что позволяет человеку, даже такому как доктор, легко пролезть сквозь нее. Of course, I'm not doing that. But Не то, чтобы он каждый день этим занимался. This table is allowing to insert the patient, the body of the patient. So we apply not only head and neck, we apply the joints, pelvis, belly, chest in small animals. So we try to find any applications. Стол при этом позволяет вдвинуть пациента вот в этот открытый диаметр, в эту дугу. Так как мы работаем с пациентами более мелкого калибра, это медицинская установка, как мы помним, работаем мы не только с головой и шеей, но также и с суставами конечностей, с проблемами в области таза. То есть доктора пытаются приладить вот эту диагностическую установку к любым ситуациям. So what I'm going to talk to you today is about the features, why it is different, and what is wonderful, what is limitation in a convinced city technology. План у нас с вами будет такой. Первое, что мы обсудим, это различные особенности конусно-лучевой компьютерной томографии, преимущества, недостатки, ограничения в использовании. We'll go through the dogs and cats and dental and maxillofacial applications. Рассмотрим применение данного вида визуальной диагностики для собак и кошек с различными дентальными или челюстно-лицевыми проблемами. And then we also go through other applications. А также коротко рассмотрим другие возможности применения установки. And one more historical information. This technology was developed in human, particularly because of implantology. Интересная историческая справка, интересный исторический факт. Такая технология была разработана медиками для диагностической визуализации людей, в основном в связи с развитием имплантологии. So it is purely dedicated to dentistry and maxillofacial surgery. То есть фактически технология своим возникновением и формированием полностью обязана имплантологии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. So how we think it is a special technology, because it has a very high resolution and accuracy. Почему мы воспринимаем вот эту технологию визуальной диагностики как уникальную? Прежде всего в связи с разрешающими возможностями. Очень высокое разрешение изображения и очень высокая точность изображения. So we can find the layers of our imaging up to 0.15 millimeter, which is a high resolution, and 0.3 millimeter, which is a isotropic average resolution. Такое блестящее качество изображения достигается благодаря чрезвычайно тонким слоям, которые сканирует установка. При высоком разрешении толщина слоя составляет 0,15 мм, при невысоком разрешении 0,3 мм. So this is so-called the voxel resolution. For 2D we talk about pixel. For 3D is a voxel, so it's a cube-like. Называется такое изображение в вокселях. Это аналогично пикселям, когда мы говорим о двухмерном изображении. Если мы говорим о трехмерном изображении, то термин вот этой зернистости разрешения называется воксель, то есть представляет собой куб, а не точку. This is very fast scan, even for the largest conditions, even for the most sophisticated, for the
highest radiation is a 36 seconds all scan. It's very fast. Чрезвычайно быстро происходит сканирование. Даже для масштабных областей, для крупных проблем 36 секунд занимает весь So процесс. therefore, the radiation is very low. Таким образом мы снижаем уровень облучения. So the safety situation is more favorable than in a regular CT scan. Таким образом, требования к безопасности, в принципе, к такой установке, к такому прибору, в принципе, ниже, чем к традиционному компьютерному томографу. It is a relatively small. Well, you could see that it is not a pocket thing, but it is in a room for 4 by 3 meters is more than enough to facilitate the Newton scan like that. And there are smaller things. Сама по себе установка довольно компактная, конечно, в карман ее не положишь, но тем не менее, вот вы видели ее фотографию, достаточно будет помещения 3 на 4 метра для того, чтобы комфортно там все разместить, все необходимое для проведения процедуры. А на сегодняшний день существует еще более компактное устройство. And technology is not very demanding, so you can plug and play, you can plug into 220 volts electric sockets, no really sophisticated current supply, and no, like in a CT scan that you have to have air-conditioned room, etc. It's very simple. Кроме того, сама по себе технология такая нетребовательная получается, то есть достаточно вы просто устанавливаете прибор, втыкаете его в обычную розетку 220 вольт, и он готов к использованию. Не надо ничего специального придумывать в плане электрики в помещении, где находится такая установка. Не нужно кондиционирование воздуха дополнительное, как это требуется при использовании стандартного компьютерного томографа. Okay, flip side. So the disadvantages are that this is a limited volume of the area of the volume we can scan in one episode. Теперь обратная сторона медали, скажем так. Первая проблема – это ограниченные диагностические площади. То есть есть определенное ограничение, сколько мы можем отсканировать за один прием, за один сеанс. So for the high resolution, for the 15 millimeter, we can maximum evaluate the volume of a 10 by 10 centimeters. Если мы говорим о сканировании в высоком разрешении, то есть 0,15 мм толщина слоя, то сканируемая за один подход, за один сеанс зона ограничена площадью 10 на 10 сантиметров. So if we imagine the cylinder with a 10 centimeter height and a 10 centimeter diameter, this is the maximum volume for the high resolution mode. То есть мы можем с вами представить себе, как мы это можем у себя в голове отобразить. Мы можем представить себе цилиндр с измерением 10 на 10 сантиметров, и это будет максимальный объем, который за одно сканирование мы можем увидеть. So you can place there the Griffon, Boston Terrier, Yorkshire Terrier, Chihuahua, Pomeranian, whichever small hamsters we have, and of course all the rabbits, rodents, pocket mammals. Это если мы говорим о высоком разрешении. То есть в такой ситуации, в высоком разрешении, например, мы можем за один сеанс, за одну диагностическую сессию отснять, предположим, голову грифона, голову бостон-терьера, йоркширского терьера, ну и всяких других хомяков и мелких млекопитающих, которые живут у наших клиентов. For the lower resolution, which is 0.3, which is still wonderful, but the cylinder is a 19 centimeter height and 22 centimeter diameter. Если мы говорим о низком разрешении, о низкой резолюции, которая, впрочем, подразумевает толщину слоя равную 0,3 мм, что тоже не так плохо, то вот этот цилиндр будет иметь измерение с 19 на 22 сантиметра. So you can place there the German Shepherd, and you can place there a pelvis, you can place it in chest, and this is designed, in fact, to human head and face.
В такой цилиндр, мы понимаем, мы можем запихнуть голову, например, немецкой овчарки, там может оказаться грудная клетка, там может оказаться таз, например, область таза. Помним о том, что установка в принципе была разработана для человеческой головы. The wonderful thing is that this is technology, but the major thing which delivers us the imaging is a software. Очень важно помнить о том, что то, о чем мы сейчас с вами говорим, это технологические особенности, то есть технологический процесс получения определенной информации. Однако то, как мы эту информацию в итоге видим, как она отображается на экране для нас, зависит от программного обеспечения. So the software can combine a couple of pictures, couple of cylinders like that, and combine that into one package. Программное обеспечение может собрать несколько изображений, несколько таких цилиндров воедино и представить вам цельную картину. So therefore you can do a dachshund as a lung, or a spine, or other structures as well. Таким образом, например, вы можете собрать у себя на экране таксу длинную, да, то есть позвоночный столб таксы, предположим. But this is only the limitation of a software, and there are available wonderful softwares which unfortunately are very expensive. Зависит вот эта возможность воссоздания изображения на экране только от качества программного обеспечения. К сожалению, хорошие программы для обработки такого изображения стоят недешево. So the stuff you are receiving from the manufacturer, I'm not very impressed with, but that's included in the price. От производителя установки, всей установки, вы получаете определенное программное обеспечение, это включено в стоимость установки, однако доктор говорит, не сказать, чтобы его поразило своим качеством вот это программное обеспечение. Еще не поразило. But I think it's the one which I purchased recently from the San Jose, from Silicon Valley, California, is $6,000 for one station. $6,000 per station. Но другое программное обеспечение, другую программу, которую он приобрел в Кремниевой долине, стоило на $6,000 за одну станцию, одно рабочее место. But I think at the beginning I spent 3 years working with that to get some experiences, and now I'm looking for some new experiences, some new impressions, so I switched the program. Оказалась очень хороша, но при этом несколько лет после приобретения установки доктор пользовался вот этим программным обеспечением, которое было предусмотрено комплектацией установки, и, в общем-то, было совсем неплохо, тоже достаточно информативно, но по мере приобретения опыта такой визуальной диагностики хочется большего, и, соответственно, он принял решение, что нужно поменять его программное обеспечение для устройства. Another disadvantage which is significant, we cannot solve it, but we are working on that, is a limited access to contrast studies, which can be important for soft tissue, for example. Еще одним недостатком использования этой установки является ограничение возможности использования контрастной диагностики. На сегодняшний день проводится работа для того, чтобы придумать, найти способ каким-то образом использовать устройство и для контрастирования тоже, что особенно, конечно, нам важно, когда мы работаем с мягкими тканями. Because this technology is wonderful for hard tissue, for skeleton, for teeth, for periodontium, for alveolar bone, but the soft tissue, they appear a little bit weaker. The MRI we have for soft tissues. На сегодняшний день эта технология больше ориентирована на плотные ткани, такие как скелетная, костная система, осевой скелет, зубы. Если мы говорим о мягких тканях, то на сегодняшний день стандарт визуализации это МРТ. Okay, so the artifacts are always a part of our life. So any metal structures, they cause something like a streak artifacts. So the X-rays are scattering from the metal objects. It can affect the quality of our image. Что касается артефактов, то, безусловно, любая визуальная диагностика обременена такой неприятностью, как артефакты. В частности, в данном случае
металл, металлические объекты, которые оказываются в зоне сканирования, за счет своего собственного излучения могут рассеивать такие звездообразные артефакты на изображении. So this is a needle in the tongue, in a dog, which we wanted to identify. Игла в языке собаки, например, вот здесь мы видим, собственно, это была цель исследования, найти эту иголку. And this is the cerclage after fracture, which also affected the quality of the final image. На другом изображении мы видим циркляжную проволоку, которая использовалась для репозиции перелома. И также мы видим, что наличие циркляжа... You can manipulate with software and diminish the filter a little bit the signal and the quality. Well, you spent time to read the imaging, so you can diminish this scattering, these artifacts with the software. И это также повлияло на изображение. Вы можете снизить интенсивность, яркость артефактов посредством использования программного обеспечения. В любом случае вам потребуется определенное время на чтение, на интерпретацию изображений, которые вы получаете, и в ходе этого времени вы можете как бы отфильтровать вот эти сигналы, которые исходят из металлических предметов, которые дают, собственно, артефакт изображения. So this is just this wonderful advantages of that is that we have a excellent resolution, 0.15, 0.3. The regular super duper 64 rows CT has 1 millimeter, 2 millimeter. We have 0.15. So I think this is the difference. И все-таки вернемся к преимуществам. Потрясающее разрешение, то есть очень высокое разрешение изображения, толщина слоя 0,15-0,3 мм по сравнению с 1 мм, если вы используете